Эту хронику наступления на Сталинград снял фронтовой кинооператор Ганс Бастоньер на цветную кинопленку. Кадры сняты кинокамерой Арифлекс. Бастоньер стал одним из немногих немецких кинооператоров на Восточном фронте, которые снимали в цвете, и в том числе павших немецких солдат. Часть его цветного киноматериала была отпечатана для черно-белых выпусков Deutsche Wochenschau, а остальные съемки были засекречены. Его кадры будут дополнены любительскими цветными фотографиями другого фронтового оператора вермахта Эрнста Франка. Эрнст Франк, фотограф-любитель, до войны проживал в Ганновере, а в 1942 году был отправлен на Восточный фронт и получил назначение в роту пропаганды 6-й армии Паулюса. Активно снимал боевые действия во время наступления на Сталинград для еженедельных выпусков Deutsche Wochenschau. Во время затишья, имея малейшую возможность, будучи фотографом-любителем, зафиксировал на 35 миллиметровую пленку АКФА интересные моменты своего пребывания на фронте. Вплоть до своей гибели в Сталинграде он написал жене более 300 писем. В них он в частности просил ее не открывать тубусы с цветной пленкой, которую он регулярно посылал ей с фронта. 17 июля на рубеже рек Чир и Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армии Сталинградского фронта встретились с авангардами 6-й немецкой армии. Взаимодействуя с авиацией 8-й воздушной армии, они оказали упорное сопротивление противнику, которому, чтобы сломить их сопротивление, пришлось развернуть 5 дивизий из 13 и затратить 5 суток на борьбу с ними. В конце концов, немецкие войска сбили передовые отряды с занимаемых позиций и подошли к главной полосе обороны войск Сталинградского фронта. Сопротивление советских войск заставило немецкое командование усилить 6-ю армию. К 22 июля в ней уже было 18 дивизий, насчитывающих 250 тысяч человек боевого состава. Войска 6-й армии поддерживали до 1200 самолетов. В итоге соотношение сил еще более увеличилось в пользу немцев. На рассвете 23 июля наступление перешло северное, а к 25 июля и южные ударные группировки противника. Используя превосходство в силах и господство авиации в воздухе, немцы прорвали оборону на правом фланге 62-й армии и к исходу 24 июля вышли к Дону в районе Голубинского. В результате около 3 советских дивизий попали в окружение. Противнику также удалось потеснить наши войска на правом фланге 64-й армии. Для войск Сталинградского фронта сложилась критическая обстановка. Оба фланга 62-й армии оказались глубоко охваченные противником, а выход его к Дону создал реальную угрозу прорыва немцев к Сталинграду. К концу июля немцы оттеснили войска Красной армии за Дон. Линия обороны протянулась на сотни километров с севера на юг. 6-я армия была всего лишь в нескольких десятках километров от Сталинграда. Упорное сопротивление советских войск вынудило немецкое командование 31 июля повернуть с Кавказского направления на Сталинград 4-ю танковую армию генерал-полковника Гота. 2 августа ее передовые части подошли к Котельниковскому. В этой связи создалась прямая угроза прорыва немцев к городу с юго-запада. Развернулись бои на юго-западных подступах. Упорные бои завязались у небольшой станции 74-й километр. Тяжелой была обстановка в полосе 62-й армии. К 9 августа немцы оттеснили войска армии за Дон, а 4 дивизии были окружены западнее Калача. Красноармейцы вели бои в окружении до 14 августа, а затем мелкими группами стали пробиваться из котла. Подошедшие из резерва ставки 3 дивизии 1-й гвардейской армии нанесли по немцам контрудар и остановили их дальнейшее продвижение. Таким образом, план немцев стремительным ударом сходу прорваться к Сталинграду был сорван упорным сопротивлением Красной армии в большой излучине Дона, их активной обороной на юго-западных подступах к городу. За 3 недели наступления немцы смогли продвинуться лишь на 60-80 километров. В 20-х числах августа части 14-го танкового корпуса форсировали Дон и заняли плацдарм шириной 45 километров на восточном берегу, в районе Песковатки. 23 августа 16-я танковая дивизия из состава корпуса при поддержке 4-го воздушного флота стремительным броском вышла к Волге у северной окраины Сталинграда, преодолев за день 50 километров. В 23:10 радист 79-го мотопехотного полка из состава дивизии передал сообщение о том, что полк занял Спартановку, северный пригород Сталинграда.
Таким образом, этим маневром немцы отрезали всю 62-ю армию от остальных сил Сталинградского фронта. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и до встречи на полях сражений.